Но оказалось, что он наполовину демон, и именно он может победить кровожадных вампиров, захвативших мир. История начинается с Ю, жалкого неудачника, которого собственные родители ненавидели с самого рождения. Его мать считала, что он проклятый демон, и заставляла его жить в страхе, пока родители наконец не попытались его убить. После этого случая его отправили в детский дом, где он решил жить один. Но с помощью другого сироты Мекки он постепенно понял, что такое настоящая семья, и подружился с ребятами из детского дома. Но счастье и покой Стэдли длились недолго. Однажды по всему миру внезапно распространился смертельный вирус, который уничтожил всех, кто был старше 13 лет. Ю и его друзья попытались сбежать от этого безумия, но вскоре их окружили кровожадные вампиры, которые схватили их и увезли в подземный город, где всех выживших детей заставляли каждый день отдавать свою кровь вампирам. Так прошло 4 года, и ты превратился в подростка Эма с проблемами с контролем гнева, которого сдерживал его лучший друг Мика, смирившийся с ситуацией, и советующий тебе сотрудничать с вампирами, чтобы выжить. Однажды они видят, как вампир проходит по руке ребенка, как будто это ничего не значит, и это так злит тебя, что ты бросаешься на взрослого вампира. Мика умоляет вампира простить твою глупость, но вампир игнорирует его и поднимает тебя, чтобы сбросить с обрыва. Он успокаивается только тогда, когда появляется благородный вампир. После того, как вампир молча бросает тебя и уходит, Мекха с облегчением приветствует его как лорда Фарида и объясняет ему всю ситуацию. Лорд Фарид смеется и спрашивает Мекку, не зайдет ли он к нему в особняк сегодня вечером, потому что ФБР слишком мертвы, чтобы остановить его сейчас. Мика соглашается, и лорд спрашивает, пойдешь ли ты с ними. Но прежде чем ты успеваешь накричать на него, Мика объясняет, что он слишком стесняется. По дороге домой ты уверенно заявляешь, что он мог бы надрать задницу этому вампиру, и злишься на Мику за то, что он извинился. Затем ты спрашиваешь, откуда Мика и лорд Фарид знают друг друга, и Мика отвечает, что этот благородный вампир – его суперпапаша, который регулярно пьет его кровь и угощает вкусняшками в ответ. Ты злишься на него за то, что он продался вампиру, и уходишь. Позже, когда ты возвращаешься в маленький сарай, где теперь живут дети-сироты, ты с удивлением слышишь, что они готовят карри на ужин. Они объясняют, что Мика каким-то образом принес домой все ингредиенты, и они впервые с тех пор, как их привезли в это подземное место, могут устроить пир. Все за столом с удовольствием едят вкусную еду, кроме тебя, который просто молча смотрит на нее. Когда все засыпают, наконец появляется Мекка. Ты сердишься на него и предлагаешь отдать свою кровь в следующий раз, но Мекка возражает и говорит, что его главная цель – победить вампиров. Мика с грустью признает, что ему никогда не победить вампиров, которые намного сильнее, но Мика затыкает его и говорит, что остальные дети надеются только на него. Они вместе едят карри, и Мика дает тебе револьвер, чтобы ты мог защищаться от вампиров, и показывает карту подземного города, которую он украл из особняка Фарида. Он говорит, что всегда хотел сбежать отсюда, используя свои связи с вампирами, и предлагает тебе бежать вместе с ним. Ты ошеломлен и не можешь ничего сказать, но в конце концов спрашиваешь, какой смысл бежать, если они все равно умрут, заразившись вирусом. Мика отвечает, что у него нет ответа на этот вопрос, но он верит, что они смогут найти способ выбраться отсюда за год до своего 13-летия. Этого достаточно, чтобы убедить тебя, и они будут всех, чтобы попытаться сбежать глубокой ночью. Группа тихо пробирается по подземелью и добирается до места, которое отмечено на карте как выход. Но оказывается, что это ловушка, расставленная лордом Фаридом. Он приветствует их с ухмылкой, говоря, что любит играть с людьми. Прежде чем кто-то успевает среагировать, он со сверхчеловеческой скоростью бросается к одной из девушек и кусает ее, отчего она мгновенно умирает. Ю стреляет в него из револьвера, но промахивается, но Ферид впечатлен тем, что Мика смог украсть у него пистолет и карту, и говорит, что выход на карте действительно существует. И если им удастся пройти мимо него, они смогут сбежать. Ты всех напугал, когда выстрелил в воздух из пистолета, но Фарид без труда расправился со всеми, и остались только ты и Мика. Мекха в последний раз посмотрел на тебя и напомнил, что они всегда будут семьей, а потом схватил пистолет и убежал. Прежде чем он успел выстрелить, Фарид схватил его голыми руками и отрубил ему руку с пистолетом. К удивлению Фарида, ты появился сзади, забрал пистолет и выстрелил в него. Затем ты отчаянно пытался увести Мика с собой к выходу, но он оттолкнул тебя и крикнул, чтобы ты бежал. Наконец ты отпустил его и убежал, пока не оказался в заснеженном лесу, где к тебе подошли 3 людей в плащах и назвали тебя мальчиком, который по пророчеству станет ключом к победе над вампирами. Услышав это, ты обнял их и закричал, что сделаешь все, чтобы победить вампиров. Немного успокоившись, ты спросил, кто они такие, ведь все люди должны были погибнуть. Мужчина рассмеялся и объяснил, что вампиры солгали тебе, и что на самом деле, хотя вирус уничтожил большую часть человечества, 10-я часть населения выжила и пытается возродиться в новом мире, который также захвачен демонами.
Затем он представился как Гурен, подполковник имперской армии демонов, организации, чья миссия – получить как можно больше контроля над новой человеческой цивилизацией. Он предложил тебе вступить в армию и получить силу, которая нужна тебе, чтобы победить вампиров, которых ты так ненавидишь. Не раздумывая, ты согласился и стал членом армии. Спустя 4 года он стал искусным фехтовальщиком и надеется попасть в отряд по уничтожению вампиров. Он все такой же заносчивый, как и раньше, и однажды он игнорирует приказ начальства и в одиночку вступает в схватку с всадником демона Апокалипсиса. Он ловко запрыгивает ему на руку, бежит к лицу всадника, попутно отрубая ему руку и наносит смертельный удар в грудь. К его разочарованию вместо похвалы его отстраняют от службы, и он отправляется в школу для обычных людей. Он устраивает сцену, умоляя учителя отстранить его от занятий перед всем классом, но его прерывает сидящая сзади девушка, которая молча показывает ему записку, в которой говорится, что она офицер армейской разведки по имени Сина и доложит о его поведении, если он откажется сотрудничать. Это заставляет его замолчать, но она добавляет, что его отстранят от занятий, пока он не заведет хотя бы одного друга. Вы не поверите, что он слышит, и она продолжает, рассказывая все сплетни, которые подполковник Гурен рассказал ей о его прошлом. Как психолог, она предполагает, что он не может ни с кем сблизиться и завести друзей, потому что его родители погибли у него на глазах. Он пытается избавиться от нее, но она ходит за ним по пятам. Они стоят у шкафчиков и видят, как группа хулиганов издевается над ботаником, чтобы он отдал им свой обед. Сначала он решает не вмешиваться, но когда они заходят слишком далеко, он набрасывается на них и требует прекратить. Лидеру не терпится сразиться с новым противником, но перед самой дракой Шино предупреждает тебя, что его отстранят от занятий, если он причинит вред гражданскому. В итоге его бьют по лицу, и он каким-то образом помогает Ботану отнести еду своим обидчикам. Ботан по имени Йоичи объясняет, что издевательства начались после того, как он попросил Яму, парня, который тебя ударил, стать его другом. Он надеялся, что если станет частью их компании, то сможет попросить Яму замолвить за него словечко, чтобы его взяли в армию, несмотря на то, что он провалил вступительные экзамены. Ты думаешь, какое значение имеет слово Ямы? И Йоичи говорит, что Яма – это кандидат, чье место в отряде по уничтожению вампиров, также известном как лунная демоническая компания. Ты ревнуешь и начинаешь ненавидеть Яму еще больше. Юичи объясняет, что он действительно осознает, что такие слабаки, как он, обычно не идут в армию. Но он хочет отомстить за свою сестру, которая пожертвовала собой, чтобы защитить его от вампира. Услышав это, Ю говорит, что его сестра не хотела бы, чтобы он рисковал своей жизнью, и что ему лучше оставаться ничтожеством. И вот так он бросает тебя, но вдруг позади них раздается взрыв, и повсюду раздается сигнал тревоги, сообщающий, что в школе появился вампир. Шуно приказывает мальчикам эвакуироваться, чтобы она могла позвонить в лунную демоническую компанию, но Ю упрямо говорит, что он сам победит вампира и убегает. Он проносится мимо толпы паникующих учеников в пустые коридоры, когда слышит крик из класса. Там он обнаруживает вампира, пьющего кровь студентки, в то время как Яма мочится в штаны, прячась в углу. Ты атакуешь его мечом, но она отскакивает в сторону и бросается на него. Он едва успевает увернуться от ее удара, но она тут же наносит удар ногой, который отбрасывает его к стене, после чего она пытается ударить его снова. Он с трудом вырывается и еще пару раз взмахивает мечом, пока наконец не достигает цели и не отрубает ей руку. Она быстро хватает ее и некоторое время молча наблюдает за ним. Ты слышишь, как студентка прерывисто вздыхает, поэтому он в отчаянии приказывает Яме забрать девочку и бежать. Вместо этого жалкий трус кричит, что он солгал о том, что он солдат, чтобы все боялись его. Затем вампирша регенерирует свою руку и хватает жезл. Она начинает вслепую замахиваться на него, но он уворачивается от них и наносит ей несколько ударов. Она продолжает залечивать неглубокие раны и возвращается, чтобы выпить еще немного крови у девочки, но Йоичи внезапно врывается в класс и валит ее на землю. Прежде чем вампир успевает напасть на него, Ю блокирует ее руку, что выводит ее из себя, и она выталкивает их обоих из окна. Когда они падают, он вонзает свой меч в ее тело, но она смеется и говорит, что для нее это не более чем царапина, и что она с удовольствием выпьет его кровь до того, как прибудет отряд лунных демонов. В этот момент в нее вонзается еще один меч, но на этот раз она с ужасом понимает, что это проклятое оружие. Подполковник Грен холодно прощается с ней, когда она мгновенно рассыпается в пыль. После того, как вампирша исчезает, Грен подшучивает над тобой, говоря, что ты думал, будто он сможет победить вампиршу обычным оружием. Но ты настаиваешь, что он был очень близок к тому, чтобы убить ее, и что ему уже пора вступить в отряд лунных демонов. Гурин отказывает ему, потому что ему не нравятся люди, которые не умеют работать в команде, и говорит, что он не может вступить в отряд, пока не заведет друга. В этот момент к тебе подбегает Йоичи, радуясь, что он жив, и так крепко обнимает его, что тот теряет сознание.
желания. Он мысленно возвращается в то место, где потерял свою семью из приюта, и все его друзья улыбаются ему, а Мика говорит, что рад, что ты наконец-то завел друга. Он просит тебя хорошо заботиться о нем и прощается, потому что их работа закончена. Прежде чем ты успеваешь что-то понять, они все поворачиваются и уходят, не оглядываясь, несмотря на твои мольбы. Когда он приходит в себя, то обнаруживает, что лежит на больничной койке, а рядом с ним сидят Йоичи и Шино. Шино сообщает радостную новость, что вы с Йоичи официально стали членами отряда лунных демонов. Затем она говорит, что с нетерпением ждет возможности работать с вами как с товарищами и просит вас пожать ей руку. Йоичи сразу же протягивает руку, а Ю сначала колеблется, но неохотно пожимает ее руку. На следующий день девушка, которую он спас от вампирши, застенчиво протягивает ему любовное письмо, в котором благодарит его за спасение ее жизни. И убегает, прежде чем он успевает что-то сказать. Шино дразнит его, когда видит это, что выводит тебя из себя, и ты спрашиваешь, зачем ему вообще ходить в школу, если он состоит в отряде по истреблению вампиров. Шино пожимает плечами и советует тебе подружиться с Гураном, но его никогда нет рядом. Наконец, она уверяет тебя, что его подготовка для вступления в отряд лунных демонов уже началась, и что если он будет хорошо справляться, то однажды получит то, чего действительно хочет. Затем она достает ключ, который превращается в покрытого пламенем демона, с которым у нее контракт. Демон превращается в гигантскую косу, и ты понимаешь, что это проклятое оружие, называемое адским, может убивать вампиров. Ты решаешь, что самый быстрый способ получить адское оружие – это отобрать его у Шино, хотя она говорит, что это оружие нельзя использовать, если оно принадлежит другому человеку. Ты все равно вступаешь с ней в бой и, к своему удивлению, справляешься с ее проклятой косой. В конце концов, она выпускает своего демона из косы, который проносится мимо тебя, и ты задыхаешься. Ты восхищаешься силой адского оружия и думаешь, что с ним будет легко победить вампиров. Но Шино говорит, что вампиры обычно вооружены своим собственным оружием. Поэтому Гурин так сильно подчеркивает важность командной работы. В этот момент прибегает Йоичи и прячется за тобой, а ты оборачиваешься и видишь, что вчерашние хулиганы преследуют его. Они просят Йоичи остановиться и объясняют, что они пришли не для того, чтобы издеваться над ним, а хотят стать его приспешниками, увидев, как круто он справился с вампиром. Йоичи не хочет, чтобы его успех кому-то навредил, поэтому он просит их оставить его в покое. Ты стыдишь их за то, что они опустились так низко, что хотят стать приспешниками человека, над которым издевались всего день назад. Но Яма говорит, что они в отчаянии, потому что хотят, чтобы Юичи или Ю помогли им связаться с армией и узнать, что случилось с их другом Юджи, который вошел в запретную комнату и не вернулся. Ты не знаешь, о какой комнате они говорят, но Шанна вмешивается и ругает их за то, что они как придурки зашли на закрытую территорию. Она холодно сообщает им, что их друга, скорее всего, поймала армия и, скорее всего, приговорят к смертной казни за проникновение на территорию, после чего уходит. Позже троица встречается, и ты спрашиваешь о запретной комнате. Шинна объясняет, что по слухам это одна из 7 тайн школы, но на самом деле это тренировочная площадка для компании лунных демонов. Она строго запрещена, потому что, если туда зайдет неопытный человек, его может захватить демон. Затем она решает, что Ю готов к следующему этапу тренировок и ведет их по темным коридорам и лестницам, которые ведут глубоко под землю, где, по ее словам, обитает демон. Она уточняет, что вся школа на самом деле является тренировочной площадкой для компании лунных демонов, и что люди, способные противостоять злой энергии демона, в конечном итоге попадают в отряд по уничтожению вампиров. Наконец, они подходят к двери, которая защищена защитными талисманами, и пройти через нее могут только те, кого вызвал отряд по уничтожению вампиров. Полной решимости получить свою адскую руку, Ю открывает дверь, чтобы победить демона. Первое, что он видит, это обезумевший Юдзи, который держит в руках огромный топор. Шину говорит ему, чтобы он держался на расстоянии и просто наблюдал, пока отряд по уничтожению демонов не придет на помощь Юдзи. Но, конечно же, ты игнорируешь ее и бросаешься на Юдзи с мечом, чтобы забрать у него руку. Юдзи оборачивается и блокирует твой удар. Прежде чем ты успеваешь снова напасть, Шино преграждает тебе путь своей косой и говорит, что Юдзи еще не готов сражаться с демоном, и если он коснется его руки, то демон вселится в него, как это случилось с Юдзи. Как обычно, ты делаешь все наоборот и бросаешь свой меч, чтобы сразиться с Юдзи голыми руками. Одержимый Юдзи дважды замахивается топором, но ты уворачиваешься, хватаешь топор и бьешь Юдзи коленом в голову. Тебе кажется, что это круто схватить руку демона, и ты поворачиваешься к Шино, чтобы отпраздновать это. Но вместо этого оказываешься в старом сарае, где твоя семья-сироты смотрит на тебя в замешательстве и спрашивает, почему ты такой потерянный. Они приглашают тебя за стол, потому что ужин остывает, и ты думаешь, что это нормально. Когда ты собираешься откусить первый кусочек, Мика спрашивает, как продвигается твоя революция против вампиров, и когда ты создашь для них безопасное убежище, как обещал. Ты не знаешь, что ответить, и спрашиваешь, живы ли они до сих пор, на что они спокойно отвечают, что все они мертвы. Они напоминают тебе о том, как вампир убил их всех, а ты сбежал, бросив их. Ты отчаянно отрицаешь это, но Мекка настаивает и насмехается над тобой за то, что ты до сих пор не отомстил за них. Он обнимает тебя сзади и шепчет, что ему нужно стать сильнее, если он хочет отомстить за них, и что Мика может дать ему свою силу, если он
примет его в своем сердце. Он погружается в оцепенение и соглашается, но когда тьма медленно окутывает его, он приходит в себя и хватает Мику. Он требует сказать, кто это на самом деле, потому что Мика никогда бы не поддержал его желание отомстить. Фальшивый Мика продолжает кричать, что он настоящий, а мир вокруг тебя медленно исчезает, и Мика превращается в демона. Через секунду ты приходишь в себя, к большому удивлению Шино, который объясняет, что ему удалось вырваться из галлюцинаций демона, используя только свою силу воли, и не прибегая к заклинанию контракта. Ты смотришь на топор с надеждой и спрашиваешь, значит ли это, что адское оружие теперь твое, но она отвечает, что Горин будет тем, кто решит, какое оружие тебе достанется, и будет наблюдать за ритуалами, связанными с заключением контракта с демоном в адском оружии. Она предполагает, что он начнет приходить сюда с завтрашнего дня, чтобы тренироваться вместе с остальными членами отряда по уничтожению демонов. На следующий день он опаздывает на тренировку, потому что в школе его ударил какой-то парень за то, что он случайно на него налетел. Когда он приходит, Шино ведет его и Йойки в класс, где их встречает Гурин, который просто сидит на стуле с закрытыми глазами. Увидев их, он наконец-то нарушает молчание и представляет их всему классу как придурка и слабака. Ю с гордостью демонстрирует свою тупость, громко заявляя, что он здесь не для того, чтобы заводить друзей, и что учиться здесь бесполезно, и что он получит лучшее оружие. Гордон бьет его по голове, чтобы заткнуть, и велит сесть. Ю находит свободное место, но замечает, что кто-то положил ноги на стул и просит убрать вонючие ноги. Когда его игнорируют, парень, который положил ноги на стул, раздраженно поднимает книгу, лежащую у него на голове, и Ю сразу узнает в нем того, кто его ударил. Они тут же начинают драться, и Бурлин сомневается в способностях Шино, потому что она занималась и с тобой, и с другим парнем по имени Кими. Шино спокойно признается, что Кими специально спровоцировал тебя в тот день, чтобы проверить твои способности, а она просто стояла и наблюдала. Когда Гарену надоедает их болтовня, он бьет их обоих с разворота и продолжает занятия. Позже в тот же день все ученики собираются на арене, где старший член компании лунных демонов объясняет, что будет оценивать их способности, чтобы определить, достойны ли они пройти тест на владение адским оружием, который состоится на следующей неделе. Цель ее оценки – понять, насколько хорошо они работают в команде, поэтому она просит их разбиться на пары. Ю поворачивается к Йоичи, но Шино уже его опередила, и тебе приходится искать себе пару. Ты замечаешь, что остался только Кими. Вас двоих сковывают наручниками, но вы стоите в 5 футах друг от друга, потому что вы не геи. Затем дверь на арену открывается, и оттуда медленно выходят несколько кукол проклятой армии. Один из них пытается ударить Юичи и Шино, которые быстро отскакивают в сторону. Вы с Кими решаете первыми превратиться в чудовищ, но в итоге расходитесь в разные стороны и их отбрасывает назад. Они начинают ругаться друг с другом, пока за их спинами не появляется проклятая кукла и не наносит им мощный удар. Внезапно все куклы замирают, и ведущий говорит Кими, что ему нужно срочно ехать в больницу, потому что состояние его сестры резко ухудшилось. Кими говорит инструктору, что он не поедет и что она должна продолжить тренировку, но ты говоришь, что он должен сначала позаботиться о своей сестре. Кими говорит, что это не твое дело и что он должен стать частью компании лунного демона, несмотря ни на что. Затем он просит инструктора продолжить тренировку, но Ю бьет его и говорит, что если его семья умрет, он больше никогда их не увидит. Наконец, слова Ю доходят до Кими, и они оба едут в больницу, где Ю узнает, что сестра Кими заразилась смертельным вирусом, который уничтожил большую часть человечества. Доктор сообщает ему, что им, к счастью, удалось стабилизировать состояние его сестры, но при обычном лечении она долго не проживет. Кими уже знает об этом и планирует в ближайшее время стать частью компании лунного демона, чтобы перевести сестру в военный госпиталь, где у нее будет больше шансов на выздоровление. После того, как вы навестили сестру, вы с Кими сидите у больницы, и Ю говорит, что теперь он понимает, почему Кими такой серьезный. Все дело в состоянии его сестры. Кими просто ноет о том, что это ты виноват в его плохой оценке, поэтому ты его подбадриваешь и говоришь, что неважно, получил он плохую оценку или не попал в компанию лунный демон, потому что он найдет другой способ получить то, что хочет. Кими неохотно признает, что ты прав, и извиняется перед тобой за то, что втянул тебя в свои проблемы и тоже получил плохую оценку. Тем временем в другом городе всадник на коне демоне апокалипсиса терроризирует мирных жителей, пока не появляется вампир в плаще и не убивает его. Им оказывается никто иной, как Мика, который не погиб в день побега Ю, а был спасен, когда его насильно превратили в вампира, напоив кровью жестокой принцессы вампиров, которая хотела использовать его в своих эгоистичных целях. Когда люди спасены, вампиры объявляют, что город теперь под их контролем, и все мирные жители будут защищены, пока они будут отдавать свою кровь. Девушка, которую спас Мекха, подходит к нему и предлагает свою кровь в знак благодарности. Но он отказывается и, наконец, наблюдает за происходящим.
Позже в тот же день Мика посещает собрание благородных вампиров, где принцесса Жестокая объявляет войну имперской армии демонов за то, что они постоянно вторгаются на территории вампиров, убивают вампиров с помощью магии. И что самое важное, экспериментируют с существами, называемыми серафимами. Пока все ликуют, Мика думает, что должен спасти тебя, пока не стало слишком поздно. Вернувшись в отряд по уничтожению вампиров, ты внезапно нападаешь на Гурен после того, как выследил его спустя 10 дней. Ты неизбежно падаешь на его задницу, но все равно кричишь, что тебе до сих пор не дали адскую руку. К удивлению Ю, Гоурен соглашается дать ему контракт и даже добавляет, что после этого отправит его на передовую, чего Ю и хотел. После этого разговора Ю встречает Шиноа, которая поздравляет его с тем, что он заключил контракт с демоном. Ю отвечает, что Гоурен может и не сдержать обещания, но Шиноа утверждает, что у Гоурена много недостатков, но он всегда держит слово. Позже на уроке учитель возвращает ученикам тесты и напоминает, что по результатам теста они получат ранг инфернальной руки. Ю с нетерпением смотрит на свою работу и с удивлением видит, что получил 0 баллов. Он не успевает спрятать работу, как Шиноа хватает ее и начинает бегать по классу, насмехаясь над ним. Когда Ю ловит ее, она уже успела незаметно положить его работу на стол, где собрались остальные ученики, и они видят, что он получил 0 баллов. Йочи пытается заступиться за него, говоря, что у Ю, наверное, плохо с японским, потому что он большую часть жизни провел в подземном городе с вампирами, которые говорят на английском и латыни. Тем временем Кими показывает свой идеальный результат, и все заканчивается, как обычно, их ссорой. В этот момент в класс заходит Гоурен, чтобы проверить, что происходит, и Ю спрашивает его, получит ли он свою инфернальную руку. Кими отталкивает его и тоже спрашивает Гоурена, почему он исчез на 10 дней, и настаивает, что они все готовы заключить контракт с демоном прямо сейчас. Гурен сердито спрашивает их, действительно ли они верят, что смогут противостоять демону, на что оба упрямо соглашаются и начинают спорить, кто из них сильнее. Пока они припираются, Грен спрашивает учительницу, что она думает по этому поводу, и та отвечает, что в Искиме определенно сильнее, чем она была в их возрасте. Но что самое удивительное, Йойчи из их класса единственный, кто может противостоять искушениям демона. Заинтригованный Гурен решает действовать по-своему и достает меч, говоря, что если они умрут, то им останется только винить себя за то, что они недостаточно усердно тренировались. Как только он вонзает меч в землю, комнату окутывает зловещая тьма, и все начинают корчиться от боли. Один за другим ученики падают как подкошенные, но вы с Кими стоите на ногах, а Йоичи с беспокойством оглядывается, не понимая, почему все вдруг теряют сознание. Вскоре после этого Гурен вытаскивает меч, и все приходит в норму. Он говорит, что те, кто еще в сознании, могут принять участие в церемонии заключения контракта с демоном, если продолжат тренироваться, а те, кто еще стоит на ногах, пройдут испытание на получение черного демонического меча. Он оглядывается и решает, что это будут вы, Кими, Йоичи и Шино, последняя из которых, кажется, его разочаровала, но он ничего другого и не ожидал. Ведь она из семьи Ли, которая служит в императорской армии. Гин ведет группу на испытание, а учительница сомневается, стоит ли Йоичи пробовать получить черный демонический меч, потому что он недостаточно силен, чтобы принять демона. Девушка прямо говорит, что если он недостаточно силен, то погибнет, но учитель настаивает, чтобы Грюн дал Йоичи шанс уйти, если тот не хочет рисковать жизнью. Вы с Кими тоже советуете ему уйти, но вспомнив, как вампир убил его сестру, он решает остаться. Затем Грюн ведет их к лифту, который спускается глубоко под землю. Ты и Кими пытаетесь успокоить Йоичи, а Шино дразнит Кими за то, что ему нужна опора в виде стола во время испытания Грюна. Когда ты начинаешь подшучивать над ним, Грюн предупреждает, что к этому демону нельзя относиться легкомысленно, потому что он не такой, как тот, с которым Йоичи уже сталкивался. Двери лифта открываются, и за ними оказывается огромный зал с черными демоническими лицами. Грюн объясняет, что в зале хранится оружие из каждой серии про демонов, и каждый должен выбрать оружие по своему вкусу и встать в ритуальный круг. После чего начнется церемония заключения контракта. Если они победят демона, то получат его силу, а если проиграют, то либо погибнут от его силы, либо сами превратятся в демонов и будут убиты Грюном. Движимый желанием убить вампиров, которые забрали у него Мику, ты смело выходишь вперед и достаешь катану. Вскоре после того, как все выбирают оружие, начинается церемония заключения контракта. Кими оказывается в доме своего детства, где он ухаживал за больной сестрой. Его хрупкая сестра, как всегда, лежит в постели и плачет от боли. Он бросается к ней, чтобы помочь, но она говорит, что если она слишком тяжелая, то пусть он ее оставит. Он даже не дает ей договорить, а сразу отказывается и говорит, что если она умрет, то они умрут вместе. Потом она говорит, что слышала, как он плакал ночью, потому что ему тяжело за ней ухаживать, и потому что он хочет ее бросить. Эти слова поражают Кими, и он думает, что ослышался, но его сестра встает и повторяет это жутким голосом, добавляя, что он плачет, потому что он жадный человек, который думает только о себе. Это заставляет его понять, что он
не дома, а в галлюцинации, созданной демоном. Но демон говорит, что это воспоминание, в котором смешаны его настоящие чувства. Кими злится и кричит на демона, чтобы тот заткнулся. Тем временем он оказывается в приюте, но там совершенно пусто. Вдруг позади него появляется Мика в той одежде, которую им пришлось носить в подземной вампирской тюрьме. Он обвиняет тебя в том, что ты сбежал и бросил свою семью, когда они больше всего в тебе нуждались. Но тебя это не трогает. И ты твердо говоришь демону, что хватит играть в игры разума, потому что ты уже знаешь все его уловки. Демон Бика улыбается, и из его рта начинает выходить черное облако, которое превращается в черные шипы, пронзающие его тело, чтобы удержать его на месте. Мика падает на пол, и из-под него вылезает черный демон с красными глазами и говорит, что теперь понимает, что ты не поддался его галлюцинации, потому что ты уже сталкивался с демоном. Но тот был намного слабее, и что он гораздо лучше умеет ломать людям разум. Ты приказываешь ему заткнуться и отдать тебе свою силу. Демон некоторое время смотрит на тебя и спрашивает, хочешь ли ты, чтобы он помог тебе отомстить за семью, которой, как ты думал, у тебя никогда не будет. Ты подтверждаешь, и демон говорит, что готов отдать тебе всю свою силу, если ты хочешь отомстить. Это удивляет тебя, ты не думал, что все будет так просто. Но вдруг сзади раздается голос, который говорит, что этого недостаточно. У тебя плохое предчувствие, и ты оборачиваешься и видишь трупы своих друзей. Одна из девочек открывает глаза и говорит, что демон не отдаст свою силу, если ты не посвятишь себя мести целиком. Демон соглашается и говорит, что все равно не отдаст свою силу, и исчезает. Вместо него появляется Мика и спрашивает, не бросишь ли ты их снова, а за ним еще один друг задает тот же вопрос. Остальные ребята тоже начинают спрашивать, не бросишь ли ты их, как будто насмехаясь над ним. Мекха говорит, что он поступает несправедливо, заводя новых друзей, таких как Йоичи и Кими, потому что это значит, что он их бросает и в конце концов забудет о них. Ты отрицаешь это, и Мика говорит, что ты должен доказать это, отказавшись от новых друзей, потому что сироты — это единственная семья, которая тебе нужна. Они все начинают скандировать, как будто находятся в трансе, что он должен отдать все силы, чтобы отомстить. Ю сопротивляется и кричит, чтобы они заткнулись и отдали ему силу демона, потому что он будет использовать ее, чтобы защитить всех, кто ему дорог. Это, наконец, разрушает оковы, сдерживающие его, и он оказывается в бескрайней пустоте, где перед ним материализуется демон и соглашается отдать ему свою силу. Потому что он ему нравится. Прежде чем он успевает обрадоваться, демон предупреждает его, что овладеет им, если он дрогнет сердцем и потеряет уверенность в себе. После того, как он принимает эти условия, демон представляется Азурой и говорит, что он должен позвать ее, если ему понадобится ее сила. Наконец, она решает рассказать ему, что он не совсем человек, и что по крайней мере 10% его — это что-то другое, что может означать, что люди проводят над ним эксперименты. Ю очень смущен этим, и Азура советует ему не доверять людям, потому что они хуже демонов или вампиров. Ю спрашивает, что она имеет в виду, но она больше ничего не объясняет и заключает с ним договор. Ю открывает глаза и обнаруживает, что снова находится в зале церемонии заключения контракта, где Гурин поздравляет его с прохождением испытания. Оказывается, Кими уже прошел церемонию заключения контракта и получил свою адскую руку. Затем ты спрашиваешь, что случилось с Йоичи, и все молча смотрят в сторону. Ты следуешь за их взглядами и видишь, что Йоичи все еще спит глубоким сном. Йоичи видит галлюцинацию, в которой он снова в своей детской комнате, где его обнимает сестра, а по лестнице в комнату поднимается кто-то. Она прячет его под кровать и говорит, чтобы он молчал, что бы ни случилось. Он пытается возразить, но она встает, и через секунду в комнату заходит вампир, хватает ее и убивает. Выпив ее кровь, он небрежно бросает ее тело и уходит. Йоичи в ужасе смотрит на безжизненное тело сестры, но она внезапно открывает глаза и говорит, что они сейчас переживают его самые сокровенные воспоминания. Он спрашивает, жива ли она, и она вытаскивает его из-под кровати и холодно говорит, что она, конечно, мертва. Когда она отпускает его, он возвращается в настоящее и спрашивает, кто она такая. Она отвечает, что она демон, которого он призвал, чтобы отомстить за сестру. Но заглянув в его сердце, она не нашла ни следа желания отомстить, только эмоции, которые ненавидит демон, любовь и сострадание. Йоичи возражает, что хочет отомстить за сестру, но она говорит, что он лжет и что он рад, что сестра умерла вместо него. Она добавляет, что он хочет мира для своих близких, но не хочет кровопролития, и что месть не может быть достигнута таким способом. Она говорит, что ненавидит таких людей, и поэтому он должен позволить ей отомстить за него. В одно мгновение она вонзает руку ему в грудь, и они неловко смотрят друг на друга, пока демон не говорит, что даже не пытался сопротивляться, и что такой человек не заслуживает быть его хозяином. В церемониальном зале раздается грохот, и Йоичи встает и телепортируется прямо над ними. Гурен понимает, что Йоичи провалил испытание и теперь одержим демоном, поэтому приказывает тебе и Кими разобраться с этой проблемой, как с их первым заданием. Одержимый Йоичи призывает Акбао и начинает стрелять в них стрелами. Пока ты уворачиваешься, ты спрашиваешь у Джина, как он собирается сражаться с товарищем. Джин не понимает, о чем ты, потому что больше не считает Йоичи человеком и говорит, что нужно убить демона,
демона и покончить с мучениями Йоичи. Ты снова протестуешь, и Гурен злится и говорит, что не стоит шутить с компанией лунного демона, и что ты должен делать то, что должен как солдат, потому что Йоичи все равно не вернется. Кими и ты достаете свои инфернальные мечи и обмениваетесь понимающими взглядами. Кими бросается на демона, отбивая приближающиеся стрелы своими парными мечами. Он замахивается на демона, но тот блокирует удар своим луком и сбивает его с ног. В это время ты атакуешь сзади, заставая демона врасплох, и обезоруживаешь его. Ты ухмыляешься, но Гурен кричит, что нельзя терять бдительность, потому что демон в Йоичи, а не в оружии. Кими снова атакует, но ты спрашиваешь, собирается ли он убить Йоичи, и он на мгновение колеблется и падает вниз. Демон насмехается над ними, что они не могут убить Йоичи, но Ю игнорирует его насмешки и кричит на Йоики, чтобы тот очнулся и не позволил демону победить. Его слова не доходят до Йоики, и демон достает другое оружие. Когда они готовятся ко второму раунду, Шино наконец не выдерживает и просит Грена не заставлять их убивать Йоичи, говоря, что он зашел слишком далеко. Грен удивляется, что Шино потеряла свое обычное хладнокровие, и спрашивает, не влюбилась ли она в этих парней. Затем он говорит ей закончить работу, если она так сильно переживает. Он делает последнюю попытку вернуть Йоичи, но демон достает еще одну стрелу и начинает смеяться. Но он сдается, потому что не может убить своего друга, и добавляет, что даже Йоичи, который потерял свою семью, как и он, тоже никогда не сможет убить друга. Наконец, он отбрасывает свой меч в сторону, шокируя Кими и Шиноа. Демон продолжает целиться и собирается выстрелить, но Гуран тоже кричит на Йоики, чтобы тот не прятался под кроватью, как он сделал со своей сестрой, а встал и защитил своего друга. Тело Йоичи замирает, и он вспоминает о жертве своей сестры. Но на этот раз он протягивает руку из-под кровати, чтобы быть достаточно сильным, чтобы помочь своим близким. Он кричит демону, чтобы тот дал ему силу уничтожить его врагов. И на этот раз это срабатывает, и Йоичи приходит в себя. Он тут же начинает плакать, как маленький ребенок, и обнимает тебя, утешая. Юрин пинает тебя в живот за то, что ты так долго тянул, и ты в замешательстве. Шино спрашивает, ожидал ли он этого все это время, но он делает вид, что ему все равно, и говорит, что ему было бы все равно, даже если бы погиб ребенок. Затем он подходит к Йоичи и говорит, что он должен понять, что месть – это не то, что должно им двигать, а желание защитить своих близких. Вот что должно быть целью в жизни. Он дает такой же совет тебе, говоря, что ты должен оставить свою прежнюю семью и принять эту команду как свою семью и защищать ее. Он объясняет, что вампиры активизировались в регионе Кансай и планируют захватить его, поэтому они отправятся туда, чтобы все разведать. Той ночью Юби снится Сона Меки, который говорит ему, что будет преследовать его во снах, пока он не найдет ответ, почему он его бросил. Затем он превращается в Азуру, которая соблазняет его отдать ей свою душу, обещая отомстить за него. В этот момент раздается сигнал тревоги, и Юби просыпается от этого скучного сна. Первое, что он делает, это играет со своим мечом, который лежит рядом с ним на кровати. Он впервые за долгое время надевает форму императорской армии и отправляется на службу, думая о том, как он будет вершить правосудие в Мекке. Он приходит на заброшенную станцию метро, где его уже ждет Шино. Они садятся в поезд, и ты спрашиваешь, зачем она здесь. Она отвечает, что пришла сюда, чтобы отдать ему приказ о миссии в Синдзюку. Он спрашивает, сможет ли он убивать вампиров, когда они туда доберутся, но она отговаривает его от мысли о кровопролитии с самого утра. Она объясняет, что сейчас важнее укрепить оборону, что ему ужасно надоедает, и он решает не обращать на нее внимания. Когда они добираются до Синдзюку, Шиноа называет охранникам свои титулы членов лунной компании, но те смеются, потому что они выглядят как дети. Ю подшучивает над Шиноа, что она выглядит как ребенок, на что она отвечает, что у нее еще есть куда расти, потому что ее сестра была высокой и красивой. Ю удивляется, когда слышит, что у нее была сестра, но Шиноа поясняет, что она, как и все остальные сестры в сериале, мертва. Видя, что тебе ее жаль, она говорит, что это нормально потерять любимого человека, учитывая, что они живут в таком трагичном мире. Когда ворота в Синдзюку открываются, они слышат, как какая-то девушка громко жалуется Гурин, что ее поставили в одну команду с новичками. Присоединившись к Кими и Йоичи, они слышат, как она возмущается, что работает в отряде по истреблению вампиров с 13 лет. И ей стыдно, что ее поставили на один уровень с Лул и Шино, к которой она, кажется, испытывает особую ненависть, потому что боится, что Шино выглядит симпатичнее, чем она. Заметив, что все собрались, Гаррет сообщает им, что к ним присоединится девушка по имени Мицуба. Шино спокойно принимает эту новость, в отличие от Мицубы, которая выглядит так, будто в нее вселился демон. Вскоре они начинают угрожать друг другу, и Джин вмешивается, угрожая им одиночным заключением, если они не успокоятся. Когда все стихает, Джин официально представляет
оставляет Мицубу и говорит, что после того, как они уйдут, им придется работать в команде и никому нельзя действовать в одиночку. Потому что команда из 5 человек – это обязательное условие для выживания при нападении вооруженных вампиров. Ю, как обычно, ведет себя как волк-одиночка, но Мицуба неожиданно бьет его ногой, и он успевает блокировать удар рукой. Его быстрая реакция впечатляет ее, и она соглашается научить его, хотя Гурен говорит, что он никого не просил учить. Для их первой миссии команде нужно отправиться в соседний район, где вампиры держат в заложниках людей, используя их как личные мешки с кровью. После освобождения они отправятся в Синдзюку. По дороге Йоичи удивляется разрушенному городу, потому что впервые видит, что находится за пределами охраняемой зоны императорской армии. Он спрашивает тебя, каково это быть охранником, патрулирующим за пределами барьеров, но прежде чем ты успеваешь ответить, Мицуга вмешивается со своей плоской задницей и говорит, что всадники, с которыми он сталкивался у барьера, это просто мелкие сошки. А те, с кем они столкнутся здесь, совсем другое дело, и поэтому они должны всегда оставаться в строю и быть начеку, если не хотят умереть. Они добираются до станции, где, как они думали, найдут поселение, но там нет никаких признаков жизни, пока маленькая девочка не начинает кричать и не бежит к ним. За ней гонится похожий на паука всадник. Девочка кричит и пытается перепрыгнуть через баррикаду, но монстр догоняет ее и сбивает с ног. Ты сразу же пытаешься помочь, но Мицуга приказывает тебе остановиться, говоря, что это ловушка вампиров, которые рассчитывают, что вы вмешаетесь. Но ты не можешь стоять и смотреть, как умирает ребенок, поэтому ты все равно бежишь спасать ее. Мицуга бежит за тобой, но Шино останавливает Кими и Йойки, говоря, что чувствует приближение вампиров. Тем временем ты догоняешь всадника, который загнал девочку в угол на краю обрыва и собирается ее сожрать. Ты останавливаешь его щупальца, чтобы они не напали на девочку, и приказываешь ей бежать. Когда она убегает, появляется Мицуга и отсекает одну из рук монстра своим серповидным адским оружием. Как только он это делает, они видят, что к ним приближается группа вампиров. Мицува объясняет, что вампиры используют случайных людей в качестве приманки, чтобы выманить монстров и поймать людей, которые могут им помочь, чтобы справиться с такими угрозами. Трое вампиров окружают тебя и нападают одновременно. Тебе удается увернуться от большинства их ударов, но когда один из них оставляет неглубокий порез у тебя на лице, ты призываешь Аджиру, чтобы она поделилась с тобой силой. И черное облако отталкивает вампиров, а на твоей коже появляются отметины. Всадник нападает, когда тот не смотрит, но, к счастью, Кими вовремя появляется и наносит монстру глубокую рану, а Йойки выпускает стрелу, которая отрубает ему руку. Наконец, Мицуга наносит смертельный удар по голове монстра. Увидев это, вампиры понимают, что они из отряда по уничтожению вампиров и решают вызвать подкрепление. Но Ю вмешивается, размахивая мечом, и создает ударную волну, которая отбрасывает их назад. Мицува говорит ему остановиться, пока он не натворил дел, и говорит, что им нужно отступить. Один из вампиров называет их жалкими животными, и это выводит тебя из себя. Другой вампир понимает, что ты опасен, и говорит первому, чтобы тот успокоился. Шиноа поддерживает решение Мицуги и убеждает тебя отступить, потому что они на вражеской территории. Когда они уходят, Мицуга дает тебе пощечину за безрассудство, из-за которого весь отряд оказался в опасности. Ю объясняет, что не мог позволить невинному человеку умереть, но признает свою ошибку и извиняется. В этот момент девочка, которую они спасли, возвращается и благодарит его, но он просто говорит, что их долг защищать ее. Несмотря на то, что Мицуга накричал на тебя за то, что ты спас ее, Двуликая подходит к девочке и ласково говорит ей, что императорская армия всегда будет заботиться о ней. После того, как она уходит, Шиноа говорит тебе, чтобы ты не обижался на Мицугу, потому что у нее темное прошлое, о котором она не хочет говорить, потому что это секрет. Отряд приводит девочку к себе и просит рассказать, где прячутся вампиры с заложниками-людьми. Она некоторое время молчит, и ты говоришь, что ей не обязательно что-то говорить, если ей неудобно, и что им достаточно, если она просто будет улыбаться. Мицуба раздражается от его банальных слов и уходит. В конце концов, девушка отвечает, что вампиры используют станцию Сандо в качестве убежища, чтобы выращивать людей. На следующий день по пути на станцию Сандо Кими спрашивает, что они будут делать с захваченными там людьми. На что Мицуба отвечает, что сейчас им не стоит о них беспокоиться, и их главная задача – надрать вампирам задницы. Шино добавляет, что если вампиры окажутся бодрствующими и вооруженными, им придется снова отступить. Как только они спускаются по лестнице на станцию, Шино рассказывает им о своей стратегии. Она напоминает, что, по словам девушки, они должны ожидать увидеть 7 вампиров, но, скорее всего, они спят. Поэтому они могут ворваться туда со всей силы и надеяться застать их врасплох. Как только они заходят, они видят группу грустных и измученных детей в такой же белой форме, как и у вас в подземном городе. Мицуга первый поворачивается к ним спиной и направляется на этаж, где должны быть вампиры. Кими удивляется, почему детишки просто не убегают, когда вампиры не смотрят. Но Шино и Мицуга отвечают, что снаружи полно монстров, а они получают защиту от вампиров в обмен на свою кровь. Как только они добираются до этажа, появляется вампир в плаще
и отряд сразу же достает оружие по команде Мицубы. Но прежде чем Мицуба успевает отдать следующий приказ, Ю бросается в атаку и вонзает меч прямо в грудь вампира, который тут же испаряется. Мицуба не может сдержать возмущение и хочет его ударить, но он хватает ее за руку и строго говорит, чтобы она перестала жаловаться, потому что он не действовал по своей воле, а просто напал, когда Мицуба приказала ему обнажить меч и убедиться, что враг безоружен. Затем он притягивает ее к себе, отчего она краснеет, но оказывается, что он просто хотел увести ее подальше от другого вампира, который появился на месте происшествия. Он скрещивает мечи с вампиром и отбрасывает его назад, после чего радостно кричит, что ждал этого момента 4 года. Затем они бросаются друг на друга, и Ю делает широкий взмах мечом, который рассекает вампира и тоже превращает его в пар. Мицука в шоке смотрит на его проявление невероятной силы, а ревнивая Кими пытается доказать, что он все равно сильнее тебя. Мицуга в замешательстве смотрит на них, а Шино замечает, что Гурен, вероятно, собрал команду в надежде, что Мицуга научит тебя и Кими чему-нибудь полезному. Мицуга глубоко вздыхает и приказывает им собраться, чтобы они могли выследить оставшихся 5 вампиров. После недолгих поисков они сталкиваются со всеми вампирами одновременно. Они уже готовы вступить в бой, когда Мицуга замечает, что один из вампиров ухмыляется ей и понимает, что что-то не так, но прежде чем она успевает что-то сделать, стекло за их спиной разбивается и врываются еще 3 вампира, один из которых хватает Мицугу за горло. Она спрашивает, откуда их здесь 8, если им сказали, что на месте было только 5, и вампир, который ее душит, игриво спрашивает, от кого она это услышала. Мицуба вспоминает, как один из детей рассказал им об этом, и видит, как по его лицу текут слезы, и понимает, что вампиры заставили его солгать. Вампиру невдомек, как легко люди могут предать весь его род, чтобы спасти любимого человека. Мицуба говорит остальным, чтобы они оставили ее и бежали, но, конечно, он не слушает и вступает в бой с вампиром. Когда он скрещивает клинки с одним из них, другой использует это как возможность напасть сбоку, но Йоичи останавливает его, выстрелив ему в руку. Мицуга беспомощно наблюдает, как ее товарищи по отряду сражаются с вампирами. Когда Ю получает ранение в ногу, она вспоминает, как один из ее прежних товарищей погиб от рук монстра, чтобы спасти ее, и начинает плакать, умоляя их остановиться. Но Ю, настоящий крутой парень, и в одиночку расправляется с вампирами, пока не добирается до Мицуги и не наносит удар вампиру, который ее держит. Следующее, что она помнит, это как Ю уносит ее в безопасное место. Затем отряд выстраивается в круг спиной друг к другу, чтобы вместе противостоять вампирам. Когда Мицуга отдает приказ уничтожить их, отряд одерживает победу и убивает вампиров. Но после этого они вызывают подкрепление из императорской армии, чтобы освободить детей-заложников. В конце концов, маленькая девочка, которая была раньше, приходит на место происшествия и со слезами на глазах извиняется перед тобой. Он нежно берет ее за плечо и говорит, что ей не нужно извиняться, потому что она поступила правильно, пытаясь защитить своих друзей. После того, как он прощается с девушкой, которая возвращается к своим друзьям, к нему подходит Мицуба и спрашивает, правда ли то, что Шино сказала про него, что он бросил свою семью в подземном городе вампиров. Он резко говорит ей, чтобы она не лезла в его жизнь, и собирается уходить, но она просит его остановиться и говорит, что не считает, что он был неправ. Он отвечает, что ему все равно, прав он или нет, потому что он все равно бросил их, чтобы спасти свою жизнь. Мицуба краснеет от смущения, пытаясь спросить его, как он спас ее раньше, но в итоге не может ничего сказать и уходит, заявляя, что все еще ненавидит его. На следующий день Юэс восхищается впечатляющей способностью Кими завести машину без ключа, потому что он не видел машин с тех пор, как его забрали в подземный город. Как только двигатель заводится, он теряет рассудок и умоляет Кими дать ему порулить, хотя он не умеет водить. Кими говорит, что потом даст ему короткий урок, что еще больше раздражает тебя. Кими, которая не привыкла к тому, что ты хорошо к нему относишься, говорит ему, чтобы он перестал. Когда Кими отвлекает его внимание, чтобы рассказать остальным о машине, раздается громкий удар, и они видят, как ты врезаешься в уличный фонарь, пока он не падает. Мало того, он разворачивает машину на полной скорости и чуть не сбивает Кими, но все равно находит в себе наглость сказать, что ты отвезешь их в Синдзюку. В конце концов, за руль садится Кими, и они отправляются в Синдзюку. По дороге Юки слышит звуки, похожие на топот копыт, и спрашивает, не стоит ли им пойти и проверить. Но Кими говорит, что если они остановятся сейчас, то будут сражаться бесконечно. Однако Мицуга вскоре понимает, что звуки доносятся из Синдзюку, и Синна приказывает всем быть начеку. Когда они приезжают в Синдзюку, то с ужасом видят, что весь город окутан дымом. Они замечают приближающегося к ним вампира, и Кими готовится нажать на тормоза, но ты узнаешь в нем аристократа и говоришь, чтобы он не останавливался. Команда выскакивает из машины, но вампир останавливает ее голыми руками и небрежно швыряет обломки в них. Гоичи выпускает залп стрел, но вампир отбивает их одним взмахом меча. Затем он посылает мощный порыв ветра, который Шино едва успевает отразить своей косой. Шино приказывает остальным быть осторожными, потому
потому что у этого вампира оружие первого класса, но не успевает она опомниться, как он уже стоит позади нее и атакует. Однако ты каким-то образом успеваешь вовремя и обезоруживаешь врага. Вампир ухмыляется и отступает, признавая, что для человека ты довольно хорош. В этот момент появляются еще два вампира, и ты спрашиваешь, не стоит ли вам отступить. Шанель отвечает, что она сомневается, что вампиры их отпустят, и что им нужно сражаться, пока они не окажутся на грани одержимости демонами. К счастью, новые вампиры сообщают дворянину, что лорд Феррет ждет его на передовой. Услышав это, он решает отпустить отряд на этот раз, но обещает забрать их кровь при следующей встрече. Ю пытается возразить, но дворянин появляется за его спиной, прежде чем он успевает что-то сказать. После того, как вампиры отступают, Шино падает на землю от облегчения, что они выжили, но Ю злится, что с ним обращаются как с игрушкой. Даже несмотря на то, что у него есть оружие из серии «Черный демон». Шино объясняет, что поскольку у него есть оружие из серии «Черный демон», он, вероятно, сможет сравниться с такими вампирами, если наложит проклятие, но это не имеет значения, потому что она и остальные все равно умрут, так как они слабее его. Она подчеркивает, что именно поэтому им нужна командная работа, и что эта встреча стала для них хорошим уроком. Она говорит, что хорошо, что никто не погиб, и что ты впервые предложил отступить. Она благодарит его за то, что он спас ей жизнь, и соглашается с Пураном, что ты заботишься о своих друзьях. От всех этих похвал ты смущаешься, и он, наконец, замолкает. Когда отряд прибывает в Синдзюку, на отвоеванную территорию имперской армии нападают вампиры, которые захватывают несколько самолетов и воссоздают 9/11. Как только барьер разрушен, в город врываются еще больше самолетов и вертолетов, один из которых выпускает ракету прямо в тебя и остальных. Когда они прячутся, Йойчи замечает, что множество стрелков стреляют разрывными стрелами по вертолетам и спрашивает, есть ли у них такое же адское оружие, как у него. Мицуга объясняет, что это более слабая версия его оружия, и такое оружие называется руническим. Йойчи злится, что он не один такой болтливый, и приказывает им быть начеку, когда вертолет приближается к ним и стреляет. Им удается спастись, но вампиры спрыгивают с вертолета и продолжают сражаться на земле. Отряд вместе с другими солдатами вступает в ожесточенный бой с кровопийцами. Но у них есть серьезное преимущество – надоедливый вертолет, который постоянно атакует с воздуха. Йойчи пытается сбить его, но вампир нападает на него, но его останавливает Шино. Как только поле боя расчищается, Йойчи стреляет и сбивает вертолет. Йойчи и Кимби вместе уничтожают множество вампиров, и вскоре все вампиры в этом районе были убиты. После этого их встречает капрал Нангай из отряда безопасности Синдзюку, который очень рад видеть здесь отряд лунного демона. Он рассказывает им о тяжелой ситуации на западном барьере, который был захвачен вампирами. Он предполагает, что отряд контратаки долго не продержится, и что отряд лунного демона – их лучший шанс удержать ситуацию под контролем. Услышав это, отряд соглашается, чтобы Нангай проводил их на запад. Тем временем Мика молча наблюдает за кровопролитием на передовой, а рядом с ним стоит веселый лорд Фарид. Фарид пытается вывести его из себя, говоря, что пребывание здесь должно напомнить ему о жизни в приюте, и что если ему повезет, он очень скоро встретит тебя на поле боя. Мика продолжает настаивать на том, что он не убивал, и с отвращением наблюдает, как другие вампиры пьют кровь павших солдат. Фея-новичок предлагает ему утолить жажду прямо посреди битвы, потому что когда они вернутся в подземный город, пить кровь людей будет запрещено. Мека наконец прерывает молчание и говорит, что Фарид лжет, потому что он сам пил его кровь несколько раз. Фарид отвечает, что Мика сам хотел забрать у него пистолет и карту. Мика сожалеет о своем глупом плане, потому что Фарид все знал, и в итоге это привело к гибели его семьи. Он решает, что с Фаридом покончено, и собирается уходить, но Фарид предупреждает его, что если он не будет пить кровь, то превратится в безмозглого демона. Однако Мика отказался, потому что лучше умрет, чем станет таким же чудовищем, как она. Когда стало ясно, что он не уступит, принцесса сказала, что если он не будет пить кровь, то превратится в безмозглого демона. Он отказался даже после этого, и тогда она порезала себе руку и предложила ему свою кровь, от вида которой у Мики заколотилось сердце. В конце концов он выбросил стакан с кровью, но когда она в расстроенных чувствах уходила, он увидел, что у нее на руке выступила кровь, и не смог удержаться. Он схватил ее за руку и начал пить ее кровь, а она только этого и хотела, потому что теперь могла использовать его как свою собачку. Сейчас Мекка достает фиолетовую бутылочку с кровью, которой хватит на 10 дней, и выпивает ее, думая, что у него есть 10 дней, чтобы найти тебя. Тем временем тебя и отряд ведут к западному барьеру Синдзюку.
Когда они почти дошли, Шино говорит новичкам, что им пора приступить к первому уроку. Ты думаешь, что она сошла с ума, ведь они вот-вот окажутся на поле боя. Но Шино и Мицуда объясняют, что после недавнего инцидента с аристократами стало очевидно, что у них нет шансов в настоящей войне, несмотря на то, что у них есть демонические руки из серии «Черный демон». Затем Шино достает свои запасы наркотиков и объясняет, что эти таблетки повышают эффективность, увеличивая синхронизацию между потребителем и его демоном. По ее словам, всего одна таблетка может сделать человека в 1,5 раза сильнее. Тебе не терпится стать наркоманом, и ты решаешь принять сразу 10, но Шино говорит, что у таблеток есть побочные эффекты. И что если принять даже 2, то внутренности могут вытечь наружу. Даже 2 таблетки наносят серьезный вред организму и могут привести к смерти от шока, поэтому обычно принимают одну. Мицуда добавляет, что эффект длится всего 15 минут, после чего человек становится уязвимым. Услышав эти слова, она протягивает каждому из них по таблетке. Вы спросили, почему она не дала им таблетки раньше, когда они столкнулись с дворянами, на что она ответила, что они бы все равно погибли. Потому что действие таблеток начинается через 10 секунд, а этого времени дворянам хватило бы, чтобы их убить. Вскоре после этого их грузовик переворачивается, потому что пули, выпущенные из вертолета, пробили шины. Оправившись от падения, он замечает, что капрал Нагаи все еще без сознания и пытается вытащить его из грузовика. Шино видит, что вертолет возвращается и бежит ему на помощь, но Мигай не двигается с места. Вертолет стреляет без остановки, приближаясь все ближе и ближе, но Кими и Мицуга прыгают и закрывают их от пуль своим оружием. Йоши стреляет в вертолет, но тот уворачивается и запускает пару ракет, пока Йоши не попадает в него еще одной стрелой. Вам с Шино удается вытащить капрала как раз перед тем, как одна из ракет попадает в грузовик, и все они бегут в укрытие. Когда обломки оседают, вы с Шино оказываетесь в туннеле метро, где капрал Нагаи все еще без сознания, а остальных нигде нет. К счастью, Кими кричит, что они на другой стороне груды камней. Вы спрашиваете, есть ли у них выход, и Кими отвечает утвердительно, поэтому Шино говорит им встретиться на линии обороны. Вы с Шино отводите капрала на временную базу для оказания медицинской помощи, где выясняется, что он будет жить. Там же узнают, что Гурен находится на передовой в западном Синдзюку, сражается с лордом Фаридом и его войсками, и отдал приказ своему отряду немедленно прибыть на подмогу. Это решающая битва, потому что кто бы ни победил, выиграет и всю войну. Они думают, как перегруппироваться с остальными, когда слышат, как между солдатами вспыхивает спор, потому что один из них слишком напуган, чтобы снова сражаться с вампирами, и отказывается вести свой отряд в зону боевых действий, где есть только 3 члена отряда по уничтожению вампиров, которых он считает просто детьми. Тебе это кажется ужасно знакомым, и ты спрашиваешь, не те ли это 3, о которых он говорил. Солдат подтверждает, что это 2 парней из Лоуни. Ты спрашиваешь, где они сражаются, и солдат отвечает, что в центральном парке Синдзюку. Услышав это, ты говоришь солдату, что они разберутся с этим, а ему нужно отвести свой отряд на линию обороны. Когда он уходит, Шино говорит ему, что он ведет себя как придурок, потому что они не знают наверняка, те ли это люди, Кими, Мицуга и Йоичи, и что им нужно выполнять приказы Грена о подкреплении, потому что тебе понадобится вся помощь, которую ты сможешь получить, чтобы противостоять основным силам противника. Конечно, он делает то, что у него получается лучше всего, а именно игнорирует ее и продолжает идти вперед. Когда вы бежите в парк, ты благодаришь Шино за то, что она пошла с тобой, на что она отвечает, что не нужно говорить очевидные вещи, потому что они семья. Когда они добираются до места, то видят, что 3 других сражаются с группой вампиров, которых намного больше. В конце концов, их окружают вампиры, и несмотря на то, что они хорошо дерутся, Кими вот-вот погибнет от рук вампира, который нападает сзади. Но, к счастью, он появляется в нужный момент и блокирует его меч. Он и Шино показывают класс, мгновенно расправляясь с вампирами. Когда все враги повержены, Кими спрашивает, зачем они пришли, ведь было решено встретиться на линии обороны. Ему трудно смотреть ему в глаза, поэтому Кими уверяет его, что они не умрут так легко и что он должен им доверять. Сначала Ю извиняется, но потом выпаливает, что если бы это случилось снова, он бы снова пришел. Кими собирается его ударить за то, что он его не слушает, но Ю объясняет, что дело не в том, что он ему не доверяет, а в том, что он хочет всегда быть рядом с ним. В этот момент дождь наконец прекращается, и солнце освещает их, наполняя новой энергией для совместной борьбы. Тем временем на передовой Гурен приводит лучших из отряда лунных демонов, чтобы сразиться с командиром Фаридом и его приспешниками. Фарид приказывает своим парням отделить других людей от Грена, чтобы он и Мика могли разобраться с ним сами. Однако Мекха говорит Фериту, что он сам может справиться с Греном, и достает свой меч. Их мечи сталкиваются снова и снова, пока они сражаются. Оказавшись на земле, Гурен вложил меч в ножны и помчался в Мекку, чтобы прикрепить к своему лбу талисман, который взорвется по его команде. Мекха вышел из этого боя невредимым и посмотрел на Гурен свысока за то, что тот использовал такую древнюю магию, чтобы победить вампира.
Фарид, наблюдавший за ними сверху, восхищался силой Мекки, но предупредил его, что такое высокомерие может привести к беде. В этот момент Мика понял, что окружен тонкими, как бритва, проводами, которые были тайно установлены членом отряда лунных демонов, пока Грен отвлекал его. Леди дернула за них, и Мекка вырвался, но не заметил, что Грен был прямо за ним. Грен нанес удар, который должен был стать смертельным, но Фарид встал между ними и оттолкнул Грена в сторону. Гурдон понял, что эти вампиры невероятно сильны, и ему нужно принять вторую таблетку, чтобы выжить. Его товарищи пытались остановить его, боясь, что он умрет, но он сказал, что точно умрет, если не примет ее. Затем он попросил Мекку дать ему 20 секунд, чтобы его люди успели вмешаться. Но Мика превратился в молнию и появился прямо перед ним, заставив его упасть на задницу. И Гурен понял, что он сдерживался. Затем Ферри заметил, что подкрепление быстро приближается, и Мика решил закончить это глупое представление и пронзил Джина. Оказалось, что это наши любимые ребята из отряда, и ты смотрел, как Джин умирает прямо у тебя на глазах, потому что не мог добраться туда достаточно быстро. В ярости ты закричал и бросился на нападавшего, который обернулся и понял, что это ты. В это время Ю подбежал и пронзил мечом беззащитного Мику. Но когда он это делает, он тоже узнает своего старого друга. Они оба в шоке смотрят друг на друга, когда Гурен кричит тебе, чтобы ты скорее активировал его проклятие и убил Мекку. Ты не слушаешься, и Гурен поднимает с земли свой меч, чтобы сделать это самому, но Мекка отпрыгивает. Затем Гурен бьет Мекку за то, что тот не смог убить вампира, и требует объяснить, почему он не убил его, но ты не можешь говорить. В этот момент Гурен начинает кашлять кровью, но отталкивает тебя, когда пытается помочь. Остальные члены отряда тоже подходят и спрашивают, почему он не активировал свое проклятие. Наконец, ты признаешься, что вампир – это Мика, твой родственник. Ты подходишь к нему, плача и спрашивая, правда ли это, и Мика делает то же самое. Ферида ехидно спрашивает, что Мика собирается делать, ведь тебя, скорее всего, контролируют люди вокруг. Мика отвечает, что он спасет тебя, но Фарид указывает на очевидный факт, что ты как человек, и они, как вампиры, не можете сосуществовать. Затем Фарид предлагает превратить тебя в вампира, но Мекка хватает его за горло и угрожает убить, если он хоть пальцем тебя тронет. Фея смеется над этим, как над шуткой, и предлагает помочь позаботиться о тебе, чтобы Мика мог спасти тебя, своего драгоценного. Мекка смотрит на тебя, окруженного его отрядом, и понимает, что ты думаешь, что он завел друзей, не зная, что они на самом деле используют тебя. В этот момент появляется благородный вампир по имени Кроули и его приспешники и спрашивают у Фарида, что он собирается делать. Фарид приказывает своим людям уничтожить отряд вампиров, чтобы превратить их в скот. Увидев, сколько здесь аристократов, Гурен понимает, что у них нет шансов, и приказывает всем войскам отступить на вторую линию обороны. Ты протестуешь, потому что не знаешь, что делать с Мика, последним членом твоей семьи, но Йоичи и Шино убеждают тебя, что сейчас не время думать об этом, и вы начинаете отступать. Фарид нападает на тебя, говоря, что побег не допускается. Ты быстро вытаскиваешь меч, но Фарид оказывается быстрее и появляется позади тебя. Ты начинаешь яростно размахивать мечом, словно в безумии, и кричишь, что это он виноват в гибели твоей семьи. Фарид легко уклоняется от твоих атак и признает, что он быстрее, но у него меньше опыта. Гурен пытается напасть на него со спины, но Фарид исчезает и появляется позади него, чтобы нанести удар с разворота, которого хватает, чтобы вывести из строя уже раненого Гурена. Фарид наносит ему удар в живот, и ты, идиот, выдаешь себя, заранее крича, поэтому Фарид исчезает, когда ты собирался ударить его ножом, и появляется сзади, чтобы выпить его кровь. Внезапно ему отрубают руку, и это оказывается никто иной, как Мекка. Мика подходит к тебе и убеждает тебя бросить все и бежать с ним. Ты не понимаешь, о чем он говорит, и спрашиваешь, почему он с Фаридом. Мекха не отвечает, а просто поднимает его и уходит. Ты снова и снова пытаешься спросить Меку, что он задумал, но он отвечает только, что тебе нужно бежать, потому что люди тебя обманывают. Раздраженный, ты вырываешься из объятий Мекки, и когда они оказываются лицом к лицу, он спрашивает, значит ли это, что Мекка больше не человек, и что это его вина, потому что он сбежал. Мекка отрицает это и настаивает, что главное, чтобы они были вместе. Но он отказывается, потому что не может оставить своих друзей. В этот момент ты слышишь крики Шиноа и оборачиваешься, чтобы увидеть, как Кроули душит ее. Он пытается помочь ей, но Мика останавливает его и умоляет не оглядываться, потому что там для него ничего нет. Кими, которая пытается спасти ее, тоже оказывается прижатой к земле, и одного за другим всех их захватывают благородные вампиры. Ю пытается снова добраться до них, но Мика крепко хватает его и умоляет понять, но он очевидно не понимает, зачем вампирам пить кровь его друзей.
поэтому изо всех сил пытается оттолкнуть Меку. Но уже слишком поздно, и они все напиваются твоей кровью, заставляя тебя кричать от боли. Мика проверяет, все ли с ним в порядке, но он не в порядке, и один его глаз краснеет и начинает кровоточить. Внезапно он оказывается в райском месте с Азурой, которая говорит ему, что Мика прав, и что тебе нужно держаться подальше от людей. Потому что, когда станет слишком поздно, ты потеряешь свою человечность. В этот момент небо над ними расступается, и трубы возвещают о прибытии ангелоподобных существ. Азура понимает, что это означает, что монстр внутри тебя вырвется наружу. Вернувшись в реальный мир, Ю продолжает кричать, когда темная сила вырывается из его тела, как зомби-гриб. Мека понимает, что это подтверждает, что люди действительно проводили над ним эксперименты, и отчаянно просит тебя успокоиться и пойти с ним. Но он, кажется, сошел с ума и медленно направляется к дворянам. Сначала он нападает на Кроули и одним взмахом руки разрушает все здания перед собой, но Кроули удается убежать. Затем они скрещивают мечи, и Кроули отлетает в здание, а потом вылетает с другой стороны. Ю следует за ним и пару раз взмахивает мечом, а потом пинает Кроули в живот и ударяет ногой по земле, отчего земля между ними поднимается и превращается в башню странной формы, которая разрушает все вокруг и оставляет после себя гигантский кратер. Увидев все это, Ферит спрашивает Гурена, что именно он создал, но тот делает вид, что не знает. Ферит обвиняет его в проведении экспериментов над людьми из жадности, но говорит, что такие вещи всегда выходят из-под контроля и оборачиваются против людей. Тем временем злой зомби Ю приближается к перепуганной Шино, бормоча, что должен уничтожить всех грешников. Гурен кричит Шино, чтобы она что-нибудь сделала и остановила его, и она активирует свою дьявольскую руку, но ее тут же обезоруживают. Ты почти пронзаешь ее мечом, но вмешивается Мекка и получает удар, говоря тебе, что он не должен убивать людей. Шинао спрашивает, почему он спас ее, но Мекка дает ей противоречивые сигналы, говоря, чтобы она заткнулась, грязная человеческая девчонка. Затем Мекка понимает, что его раны не заживают, и ты вонзаешь меч еще глубже. В последней отчаянной попытке Шино крепко обнимает тебя и умоляет остановиться. Ты снова начинаешь кричать и пытаешься ударить Мику, но постепенно темная сила вокруг тебя исчезает. Наконец, твои глаза становятся нормальными, и ты падаешь. Шино с беспокойством поддерживает тебя, а Мика проклинает людей за то, что они с тобой сделали. Юрин с гордостью заявляет, что это представление было его козырем, но Ферит возражает, что это ничего не дало. Юрин ухмыляется и говорит, что это все изменило, и Ферит начинает осторожничать. Он замечает снайпера вдалеке. Это позволяет ему чудом избежать смерти, но к тому времени все дворяне окружены сотнями солдат императорской армии. Наконец, к Джину подходит мужчина и хвалит его за работу, а затем приказывает ему оставить остальных членов семьи Хираджи. Пока вампиры находятся под присмотром армии, Шино с подозрением смотрит на Джирана и говорит, что хотела бы задать ему несколько вопросов позже. Но он отказывается что-либо ей рассказывать и уходит. Несколько дней спустя Шино берет дело в свои руки и пытается проникнуть в закрытое подземелье. Когда ее останавливают охранники, она спрашивает, для чего это место. Первый охранник отказывается отвечать, но другой говорит, что это место является секретом для войск в Синдзюку, и нет ничего страшного в том, чтобы рассказать ей. Он объясняет, что эти подземелья используются для изучения слабостей вампиров. Шино, похоже, ожидала чего-то подобного, поэтому Эш просит пропустить ее внутрь. Когда они снова отказывают ей, она показывает им герб, и они сразу же соглашаются пропустить ее. Когда ей открывают ворота, ее спрашивают, почему она, будучи членом семьи Хираги, которая управляет имперской армией, осталась простым хирургом. Она отвечает, что не хочет участвовать в борьбе за власть, которая в итоге убила ее сестру. Пройдя через несколько старых тюремных камер, она находит интересную дверь, которая ведет в огромную лабораторию, где десятки ученых проводят неизвестные эксперименты. Она заходит в главную комнату управления и застает там Гурен, который пытается от нее отделаться. Он говорит, что она должна уйти, но она спрашивает его о специальных таблетках, которые он заставил ее дать тебе. Тогда он сказал, что тебе нужны были особые лекарства, потому что у тебя была уникальная демоническая рука, но теперь она подозревает, что из-за этих лекарств ты превратился в монстра. Гурен признается в проведении экспериментов над людьми и говорит, что она либо притворяется, либо действительно такая дура. Она должна понимать, что человечество находится на грани вымирания из-за вампиров и всадников апокалипсиса. И эксперименты, подобные тем, что проводились над ее сестрой, необходимы для выживания, даже если они уносят жизни. Затем Гурен обвиняет ее в том, что она так беспокоится только потому, что влюблена в тебя, и говорит, чтобы она убиралась отсюда. Когда она уходит, Гурен говорит, что действие лекарств продлится еще 5 дней, и что он проснется через это время. Проходит несколько дней, и Ю наконец просыпается и видит, что Йойчи спит на стуле рядом с ним. Почувствовав, что ты очнулся, Йойчи сразу же просыпается и радуется твоему возвращению. Он подбегает к остальным, но ты очень растерян и спрашиваешь, что вообще произошло. Йейти отвечает, что он был в коме 7 дней, но все остальные в порядке, и ты чувствуешь облегчение. Затем ты понимаешь, что Мика, который все еще жив, не был сном, и начинаешь плакать. Шино, которая заходит в этот момент, успокаивает
тебя и уверяет, что это естественная реакция, потому что ты наконец-то встретился со своим родственником после долгой разлуки. Ты вытираешь слезы и спрашиваешь, что случилось после того, как ты потерял сознание, и она объясняет, что прибыло подкрепление. Но им удалось захватить только обычных вампиров и очень мало аристократов, а большинство из них сбежали. Ты спрашиваешь, что случилось с Микой, и, видя, что Шиноа колеблется, просишь ее сказать правду, потому что единственное, что ты хочешь знать, жив ли он. Услышав это, она говорит, что его забрали вампиры. Ты благодаришь ее, а затем внезапно хватаешь за шею и спрашиваешь, откуда у нее эта рана. Она краснеет и, запинаясь, отвечает, что ее укусил вампир. В этот момент в комнату врывается Мицука и видит эту сцену, отчего начинает ревновать и отталкивает Шино. После того, как они проясняют ситуацию, он понимает, что у Мицубы такая же рана. Наконец, Еши приводит Кими, которая пытается вести себя непринужденно, приветствуя его, но Шино быстро разоблачает его. Потому что он постоянно проверял, как ты, пока ты был в коме. Увидев их всех вместе, ты от всего сердца благодаришь отряд за то, что они твои друзья. Они говорят тебе перестать быть таким сентиментальным и отдохнуть, уверяя, что все они в отпуске, пока ты полностью не поправишься. Оставшись один, он думает про себя, как ему повезло, что не только все его друзья, но и Мика тоже в деле.